Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш Таро-прогноз на декабрь 2023 года. Знаю, что вы очень заждались, поверьте, я вас не забыла, я вас не игнорю, но, к сожалению, так складывается, что физически не всегда успеваешь отснять все видео вовремя, так как ноябрь-декабрь для любых практиков это наиболее загруженные месяца в плане работы. Поэтому надеюсь на ваше понимание и посмотрим, что же вам все-таки приготовит этот месяц, с какими энергиями вы будете завершать уходящий год и с какими войдете в 2024. Итак, общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Надеюсь, вам арканы хорошо видны, поэтому приступим. Общая энергия месяца у вас ложится рыцарь чаш. Ну, на самом деле такая позитивная карта, потому что она говорит о встречах, о, может быть, каких-то краткосрочных поездках, перемещениях, командировках или, знаете, как уикенд выходного дня. Опять же, это аркан компромиссов, карта радости, встречи, общения, коммуникации, ситуации, когда вы с кем-то сглаживаете острые углы, устраняете моменты недопонимания, ну и в целом заряжены на позитив, на конструктивное какое-то общение или взаимодействие. И, по сути, готовы идти людям навстречу в каких-либо важных для вас вопросах. Смотрим, в какой нише для вас в большей степени отыграется этот аркан. Тройка жезлов – это карта, в первую очередь, конечно же, социального общения и планирования в долгосрок. То есть видите, как оценивать ситуацию, оценивать масштабы, что запланировать, как реализовать, через кого действовать, каким путем идти, как выстраивать взаимодействие. То есть это то, чем вы будете озадачены в течение декабря месяца. Анализируем, что вас ожидает в плане работы. И здесь ложится восьмерка чаш. Ну, оно и понятно. Для большинства из вас это, знаете, как не хочу учиться, а хочу жениться. Восьмерка чаш – это может быть усталость, эмоциональное или физическое выгорание. То есть, когда уже работаете спустя рукава, нет сил, нет ресурсов доделывать проекты, какие-либо обязательства. То есть, здесь желание отдохнуть. Возможно, у вас действительно будет период отпуска, восстановления, поэтому вы, так сказать, отойдете от дел. Но некоторые из вас действительно могут для себя понять и решить, что имеет ли мне смысл продолжать здесь свою карьеру на этом предприятии. А есть ли у меня перспективы? Может, стоит рассмотреть для себя иные варианты. Поскольку у нас аркан многогранен, будем прояснять его для каждого из вас. Оцениваем ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Восьмерка чаш и тройка монет – это в первую очередь усталость от каких-то повседневных бытовых задач, потому что тройка монет здесь хочется побольше уделить время и внимание оттачиванию своего мастерства, реализацию себя через хобби. Но вы настолько будете загружены повседневной суетой, что, смотрите, по восьмерке мечей, колоды, вот не хватает ни времени, ни сил, ни ресурсов для реализации своих потребностей, уже не говоря про работу и заработок как таковой. Потому что многие из вас хотят здесь стремятся раскрыть свой потенциал, стать экспертом в какой-то нише и работать на самих себя, но, к сожалению, в рамках декабря это не представится возможным. Для тех же, кто у нас является соискателем, восьмерка чаш и паш чаш – это ситуация, когда кто-то по связям может вам предлагать какую-то вакансию, и такая позиция, и товарища обидеть не хочется, и вы понимаете, что работа, которую вам предлагают, вам не подходит. Это не то чтобы инфантильный подход, это может быть даже, знаете, такая уже позиция, желание, не буду я уже не искать ничего в декабре, завершу этот год, и потом уже с новыми силами в новом году буду пытаться найти для себя подходящие варианты. Если вы у нас наемный сотрудник, то восьмерка чаш и смерть. Как я вам сказала, это может быть кардинальная трансформация, а именно, действительно, это уйти от работы, то есть отдых, отпуск, восстановление, может быть, большая часть месяца, а для некоторых это действительно принятие решений об уходе с текущей должности. Если вы владеете собственным делом,
восьмерка чаш и башня. Для некоторых из вас это может быть понимание или осознание, что дело является уже непродуктивным, неперспективным, пора его завершать, ну, допустим, продать бизнес. Или вы понимаете, что он нуждается в ребрендинге, в реконструкции, в реструктуризации, и будете, так сказать, начинать все с чистого листа. А некоторые могут действительно вообще отойти от дел, если как бы бизнес ваш позволяет это сделать, и действительно в рамках декабря не работать, не прикладывать усилий. Хотя очень мало ниш, где вы могли бы не поддерживать свою активную деятельность. В основном это те люди, которые работают сами на себя, заниматься либо репетиторской деятельностью, либо консультационной, когда вы можете взять длительный тайм-аут. Но если у вас запущены какие-то логистические процессы, то вряд ли, конечно же, вы это дело сможете остановить. Смотрим с вами финансовую сторону вопроса. Здесь ложится рыцарь мечей. Очень много трат. Во-первых, это аркан, который показывает по ситуации, что многие из вас, чтобы не входить с долгами в следующий год, в течение декабря изрядно потрусят свои карманы с целью завершения каких-либо выплат или кредитных обязательств, долговых обязательств. То есть это, знаете, как насколько возможно постараться подчистую закрыть. Кто-то, безусловно, закроет в целом долговые обязательства, кто-то частично. Ну, то есть это для вас как камень с души, камень с плеч. Сможете ли вы финансово себя комфортно ощущать в рамках декабря? По пажу мечей не совсем, потому что здесь нужно будет четко анализировать и взвешивать, на что стоит потратиться, а на что нет. Если мы с вами посмотрим сферу здоровья, то восьмерка жезлов – это аркан, который говорит на вашу энергичность, на вашу активность. Для кого-то может быть одержимость спортом, потому что восьмерка жезлов – это прям, может быть, для кого-то идея фикс привести себя в идеальную как бы структуру состояния вашего тела к новогодним праздникам или к Рождеству. Не всегда, но иногда восьмерка жезлов может указывать на повышение температуры вследствие простуд или ОРВИ, поэтому здесь, пожалуйста, берегите себя, не простужайтесь, ну, конечно же, укрепляйте иммунитет. Вопросы личной жизни. Четверка чаш. Это карта, которая говорит о том, что сейчас, вы знаете, как месяц, когда ничего не радует. Потому что здесь кого знаю, не хочу, кого хочу, не знаю. Вот это такая вот позиция: ой, вы мне все достали, я от вас со всех устал, я хочу закрыться там, не знаю, на необитаемом острове или у себя дома, чтобы меня никто не трогал, погрузиться в какую-то, может быть, любимое дело, в рутину, которая может радовать, то есть не в быт, а именно, ну, то есть какие-то базовые вещи, может, для кого-то обучение, для кого-то оттачивание мастерства. Здесь, как, знаете, такая вот, может быть, зимняя хандра, вот что-то не устраивает, что-то вот здесь эмоционально вас постоянно будоражит. Будем смотреть, что здесь по факту. Для тех, кто у нас свободен. Четверка чаши, девятка мечей. Это вопросы низкой самооценки. Это неуверенность в себе. Это ситуация, когда даже с кем-то познакомившись, вы начинаете анализировать, как вас воспринимает или видит человек со стороны. Хотя вы не можете истинно знать, как он вас видит или анализирует. И вы начинаете находить в себе изъяны, начинаете заниматься самокопанием. И как следствие, что мы здесь видим по десятке мечей, что даже если есть шанс какого-то знакомства, он как бы уходит в никуда, потому что вы здесь вот этим своим отношением все сводите на нет. Здесь нужно действительно прорабатывать или самостоятельно, или с психологом вот эти эмоциональные блоки, эти энергетические блоки. Эту ситуацию, когда на любые новые отношения вы можете подтягивать модель прежних отношений. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, здесь ситуация останется неизменной. Но вас может эмоционально отягощать или не радовать эта ситуация застоя, что как нет развития отношений или движения вперед. Как следствие из-за этого, вроде бы, знаете, как бы ничего плохого нет, но вас не радует, ну когда будет вот по семерке чаш исполнение мечты или достижение желаемого. То есть вас здесь может утомить период вот этого, знаете, как отсутствие реализации или движения в союзе. Для тех же, кто у нас в стабильных связях. Четверка чаш и паж монет. Здесь может быть ситуация внутренних обид, непонимания. С чем она связана? Во-первых, ваш партнер или партнерша. У вас можно идти коса на камень в плане воспитания детей, если у вас таковые есть. И разные взгляды по этому вопросу. Как следствие, это может вызывать какие-то стычки в отношениях. И второй аспект –
Это не, ну как, не согласие, не состыковка ваших целей, видения, идей в плане распределения семейного бюджета. Потому что паж монет, с одной стороны, как бы для вас это накопление нового опыта в отношениях, но с другой стороны, это такая позиция, а я себе не так это представлял, или я не так себе это видела. Я хотела вот так, а вот ты ведешь совершенно по-другому. Потому что здесь какая-то как внутренняя, может быть, обида, что партнер или партнерша вас не ценят, недооценивают или не вкладываются материально настолько или в том формате, как бы вы себе этого видели или хотели. Это может вызывать такой вот диссонанс. Смотрим советы и рекомендацию. Дьявол. Дьявол, конечно же, это борьба со своими пороками. Неважно, в каком они у вас ключе, в каком контексте, или со своими зависимостями, будь то алкогольная, пищевая, наркотическая, эмоциональная, для кого-то игровая. Опять же, это сама по себе ситуация, когда вы понимаете, что не нужно быть зависимым от кого-то. Нужно других людей ставить в зависимость от себя, потому что дьявол — это всегда манипуляции. Но в качестве предостережения карты вам здесь говорят о таких вещах. Смотрите, в большей степени здесь информация может идти по тем людям, которые заинтересованы оккультизмом. Безусловно, что работа с высшими силами, которые у нас видят и слышат на низких вибрациях, откроет вам новые двери. Вопрос в другом. Чем вам за это придется заплатить? И готовы ли вы за это платить? Поэтому, если вы собираетесь здесь получить желаемое, а в частности доминантную роль над кем-то за счет каких-то манипуляций или ритуальных практик, подумайте, стоит ли это делать. Потому что на самом деле, да, вы получите по 7 чаш желаемое, но, как говорится, касса впереди. Вот снова, видите, этот аркан по двойке монет. Не все так однозначно. Это как раз говорит о том, что 7 мечей с вас все равно спросят. Это карта интриг, вора, это карта завуалированной информации, когда вы хотите одно, на выходе получите совершенно другое. Это такая позиция, знаете, как сами себя обворовали. Если мы с вами посмотрим и проанализируем неожиданность периода, что же у вас здесь? Книга, всадник и букет. Прекрасные арканы, прекрасные карты. Тем более, обратите внимание, у вас дно колоды карта лилии. Лилия — это всегда чистота помыслов. Это духовный рост, личностный рост, душевная теплота, душевная искренность. И это, с другой стороны, это как расти за счет кого-то или чего-то. За счет чего же? Смотрите, книга, всадник, букет. Для кого-то это за счет новых знаний. Но я вам объяснила, да, что в каком ключе стоит вам обучаться, в каком нет. Дальше. За счет того, что вы для себя откроете какую-то информацию, потому что букет, всадник-букет — это как информация, как подарок свыше. Это найти ответы на свои вопросы. Некоторым из вас действительно могут презентовать сертификат, например, на обучение, курсы, мастер-классы, или, возможно, оплатить учебу в вузе, если вы стремились и этого хотели. Или кто-то вам поможет издать книгу, если вы печатаете, если вы публицист или журналист, потому что по этим арканам это вот как обрести свой труд или труд ваших долгих лет как подарок судьбы. Еще, конечно же, здесь глубоко изучать культуру других народов, наследие других народов, то есть язык, нормы, правила, культуру и прочее. То есть обогащаться внутренне и личностно. Для вас это сродни будет как какой-то подготовки. Опять же, книга, всадник и букет — это может быть здесь новое знакомство, которое позволит вам открыть себя изнутри, по-иному на себя посмотреть. Не всегда для вас это будет приятно, это может быть болезненно, но это необходимо для того, чтобы вы действительно могли выстраивать плодотворные отношения. Месяц у вас действительно такой, я бы назвала, месяц трансформации. Почему? Начнем с того, что если мы смотрим, у вас старшие арканы, они идут в основном как допы. То есть кардинальных или каких-то знаковых перемен здесь не будет. Это как подготовительный процесс просто к новому жизненному циклу. Но с другой стороны, это, знаете, как проработать неуверенность в себе, эмоциональные блоки или вопросы финансовой грамотности. Опять же, выхода на новые источники дохода, потому что для вас это действительно будут значимые вещи. И вот, кстати, в качестве рекомендации от карт для вас действительно может быть знаковой, значимой вопросы одержимости, но будьте одержимы своим делом, любовью
не знаю, к своему бизнесу, какой-то идее. Опять же, если вы изучаете аспекты финансовой грамотности, то есть умеете реализовать их на деле, конечно же, в первую очередь с пользой для себя. Поэтому вам прорыва, вам новых перспектив. Я закрою колоду таковым образом, чтобы все негативные энергии могли как для вас быть снивелированы, а только благоприятная информация шла со знаком плюс. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как на самом деле для вас отыгрывается информация, резонирует ли она с вами и какие перемены в вашей жизни произойдут за этот период. Я вам благодарна за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.